Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, посвященный географии. Меня зовут Максим Васильевич, и я решил освежить свои знания в области общего землеведения. И захотелось мне прочитать учебник Федора Николаевича Мелькова, книжка 90-го года. Я ее никогда не читал, но, судя по рекомендациям, она классическая. Я учился по учебнику Шубаева, который немного старше этой книги. И решил я прочитать эту книжку на камеру. Я буду читать со своими комментариями, где-то вставками, чтобы меня не забанили за авторские права. В общем, это будет что-то вроде лекции. Буду стараться читать выразительно, но не гарантирую, что так получится. Я немножко буду сидеть с краю справа. Слева здесь будут появляться всякие картиночки, карты, диаграммы, картограммы и тому подобное. Ну и давайте начнем с введения этой книги. Посмотрим, о чем же она все-таки написана. Итак, книга допущена в качестве учебника для студентов географических специальностей вузов. Москва, Высшая школа, 1990 год. Предисловие я пропускаю, так как оно для меня неинтересно, и оно очень политизировано. Ну и введение в эту книгу. Одно из самых сильных впечатлений космонавтов – вид нашей Земли. Смотрел то в небо, то на Землю. Четко различались горные хребты, крупные озера. Видны были даже поля. Самым красивым зрелищем был горизонт, окрашенная всеми цветами радуги полоса, разделяющая Землю в свете солнечных лучей от черного неба. Была заметна выпуклость округлой Земли. Казалось, что вся она опоясана ореолом нежно-голубого цвета, который через бирюзовый, синий и фиолетовый переходит к и сине-черному. Эти слова принадлежат Юрию Гагарину, первому из людей, увидевшему из ближнего космоса географическую оболочку Земли. Ну, я лично сомневаюсь, что они ему принадлежат. Возможно, просто красиво написано. Обычно, когда читаешь советские учебники, всегда есть какая-то супер-пупер классная цитата, принадлежащая кому-то великому из того периода. Но не факт, что она действительно принадлежала этому человеку. Но это вот прям традиция советских учебников. Наружная оболочка Земли, в которой происходит глубокое взаимопроникновение и активное взаимодействие земной коры, атмосферы, гидросферы и биосферы, и составляет объект изучения общего землеведения. Разнородные компоненты географической оболочки от инертных материалов до живых организмов связаны взаимообменом вещества и энергии в единое целое. Хорошо пригнанный механизм, функционирующий как динамическая система. Познание географической оболочки как динамической системы, ее структуры и пространственной дифференциации, то есть разделения в пространстве, задача общего землеведения. Таким образом, общее землеведение следует рассматривать как науку об основных, главнейших географических закономерностях Земли. Не случайно свое последнее учебное пособие по общему землеведению Колесник в 1970 году назвал «Общие географические закономерности Земли». Общее землеведение принадлежит к числу фундаментальных географических наук. Его нельзя рассматривать как введение в физическую географию. Хотя на самом деле, если вы учитесь в университете по географической специальности или учились, помните, что любое изучение этой специальности начинается всегда с общего землеведения. Ты еще ничего не знаешь, ты пришел в вуз со школьной географией, и у тебя бамс, общее землеведение. А уже потом ты изучаешь отдельно геологию, геоморфологию, гидрологию, почвоведение, ну и тому подобное. Здесь же авторы заявляют, что общее землеведение – это как раз-таки не введение, чем грешили вузовские программы. По существу, это методологическое вступление в мир географии в целом.
Учение о географической оболочке– та призма, которая помогает определить географическую принадлежность изучаемых предметов, процессов и целых научных дисциплин. Например, земная кора, если изучать только ее физические свойства, представляет собой предмет геофизики. Земная кора с точки зрения ее состава, строения и развития изучается геологией. И та же земная кора, как структурная часть географической оболочки, исследуется географией, точнее общим землеведением. То же самое относится к атмосфере, изучением которой занимается геофизическая наука метеорология. Однако ее нижние слои, тропосфера, входящие в географическую оболочку, служат носителями климата и изучаются одной из отраслевых географических дисциплин– климатологии. Принципы и методы изучения географической оболочки как целостной динамической системы являются сквозными для всех других физико-географических наук, страноведческих и отраслевых. Системный же период с анализом взаимосвязи между структурными частями объекта, широко используемый при установлении закономерностей общего землеведения, сохраняет свое значение во всех подразделениях не только физической, но и экономической географии. Тут еще могу вспомнить, что «а где системный подход?» Как при написании дипломных работ этот вопрос очень часто звучал. Вот вы вот этот метод использовали, вот вы его описываете системный. Где? Системно должен быть обязательно. Итак, современная география, подобно биологии, химии, физике и другим фундаментальным наукам, представляет сложную систему обособившихся в разное время научных дисциплин. Какое же место занимает общее землеведение в системе классификации географических наук? Отвечая на этот вопрос, сделаем одно пояснение. У каждой науки различается объект изучения и предмет изучения. При этом предмет изучения науки становится объектом изучения целой системы наук на более низкой квалификационной ступени. Таких квалификационных ступеней, таксонов, 4. Цикл, семейство, род, вид. Рисуночек 1. Этот рисунок я прикреплю вот здесь. Вместе с географией в цикл наук о Земле входят биология, геология, геофизика, геохимия. А на самом деле таких классификаций наук тьма тьмущая, и разные авторы смотрят с разных позиций и, соответственно, ставят на разный уровень, разные дисциплины и взаимосвязи между ними проводят тоже по-разному. Поэтому эта схема не одна единственная и не истина в последней инстанции. Вместе с географией в цикл наук о Земле входят биология, геология, геофизика, геохимия. И у всех этих наук один объект изучения– Земля. Но каждая из них имеет свой предмет изучения. У биологии это органическая жизнь, у геохимии– химический состав Земли, у геологии– ее недра, а у географии– земная поверхность, как неразрывный комплекс естественного и социального происхождения. На уровне цикла мы видим предметную сущность единства географии, о чем давно уже писал Анучин в 1960 году. Географию обособляют в цикле наук о Земле не один предмет изучения, но и основной метод– описательный. Старейший и общий для всех географических наук описательный метод продолжает усложняться и совершенствоваться вместе с развитием науки. В самом названии география от греческого «ге» – земля и графу пишу, заключен и предмет, и основной метод исследования этой науки. География на уровне цикла– это нерасчлененная география, родоначальница всех других географических наук. Она изучает наиболее общие закономерности и нерасчлененной называется потому, что ее выводы одинаково распространяются на все последующие подразделения географической науки. Семейство географических наук образуют физическая и экономическая география, страноведение, картография, история и методология географической науки. Все они имеют один объект изучения– земную поверхность. Предметы же изучения у них разные.
Предметом изучения физической географии служит географическая оболочка Земли. Экономической – хозяйство и население в форме территориальных социально-экономических систем. Науки географического семейства в той или иной мере связаны с науками других семейств цикла наук о Земле. Физическая география немыслима без знания основ геологии, биологии и геофизики. Особенно далекие внецикловые взаимосвязи свойственны экономической географии, общественной науке, опирающейся во многом на законы политической экономии. И все же, теснее всего она связана с физической географией, своей соседкой по семейству наук. Приходится сожалеть, что в недалеком прошлом было затрачено много усилий не на поиски системных взаимосвязей физической географии и экономической, а на их различия и даже противопоставление друг другу, что вело к разрыву этих близких наук. Наиболее полное выражение синтез физической географии с экономической находит в страноведении. Кстати, страноведение мы как отдельную дисциплину в университете не изучали почему-то. На уровне семейства оно имеет общегеографический, триединый, природа, население, хозяйство, характер. Одни из лучших страноведческих монографий этого типа: Киргизия, 1946 год, Рязанцева, Центральная Европа, Мартонна, 1938 год, Северная Америка, Боли, 1948 год, Индия и Пакистан, Спейта, 1957 год. В семействе географических наук особое место занимает история и методология географической науки. Это не традиционная история географических открытий, а история географических идей. Разумеется, на фоне расширявшихся географических открытий. История становления современных методологических основ географической науки. Первый опыт создания лекционного курса по истории и методологии географической науки принадлежит Саушкину, 1976 год. Мы такие дисциплины не изучали, у нас была отдельная история географии, отдельная история географических открытий и была теоретическая география. Как вспомню, так вздрогну. Это такая муть, это теоретическая география. Кошмар просто. Вот мне философия не понравилась в университете. Вот так же и теоретическая география. Наверное, ее извращенцы только понимают. Итак, род физико-географических наук представлен общим землеведением, ландшафтоведением, страноведением, палеогеографией и частными отраслевыми науками. Геоморфология, климатология, гидрология, география почв, биогеография. Эти разные науки объединяет один объект изучения – географическая оболочка. Предмет же изучения каждой из этих наук специфичен, индивидуален. Это какая-либо одна из структурных частей или сторон географической оболочки. Предметом изучения общего землеведения являются структура, внутренние и внешние взаимосвязи, динамика функционирования географической оболочки как целостной системы. Общее землеведение тесно связано с ландшафтоведением. И это естественно, так как предметом изучения ландшафтоведения является тонкий, наиболее активный центральный слой географической оболочки – ландшафтная сфера, состоящая из природных территориально-аквальных комплексов разного ранга. Почему-то здесь сказано, что только комплексы природные. Возможно, сейчас взгляд уже, конечно, другой. У нас ландшафты могут быть и антропогенные, созданные человеком, то есть. И они тоже изучаются ландшафтоведением. Про них тут не сказано. Региональное преломление, синтез идей общего землеведения и ландшафтоведения проявляется в физико-географическом страноведении. К нему относится физическая география СССР, физическая география материков и океанов и соответствующие им учебники. Есть много прекрасных монографий о природе отдельных стран, регионов и типов ландшафта.
И следующая наша подтемка из истории развития общего землеведения. Становление общего землеведения как науки неотделимо от развития географии в целом. Зачатки его уходят к далекому прошлому, к античному времени аж. А ученые Древней Греции уже за несколько веков до нашей эры пришли к заключению о шарообразности Земли. Тогда же была высказана идея о вращении Земли вокруг своей оси. Многие вопросы общего землеведения были впервые поставлены и нашли свое решение в трудах выдающихся философов и ученых того времени, например, Аристотеля, жившего в 384-322 году до нашей эры. Его труд «Метеорологика» по существу– курс общего землеведения. В нем говорится о проникновении друг в друга сфер, о круговороте влаги и образовании рек за счет поверхностного стока, об изменении земной поверхности, морских течениях, землетрясениях и зонах Земли. Эратосфену около 275-195 года до нашей эры принадлежит первое точное измерение окружности Земли по меридиану 252 тысячи стадий, что близко к 40 тысячам километров. Большую и своеобразную роль в развитии общего землеведения сыграл древнегреческий астроном и географ Клавдий Птолемей, живший около 90-168 года нашей эры. И жил он в период расцвета Римской империи. И хотя его руководство по географии из 8 книг завершает античный период развития географии, оно не стало его вершиной. Птолемей различал географию и хорографию. Под первой он подразумевал линейное изображение всей ныне известной нам части Земли со всем тем, что на ней находится, а под второй– подробное описание местностей. Первая география имеет дело с количеством, вторая хорография с качеством. А Птолемеем были представлены две новые картографические проекции. Его заслуженно считают отцом картографии. Руководство по географии Птолемея не привлекло внимания современников и вскоре было забыто. Небывалый успех его ждал через 1300-1400 лет после смерти автора. Иногда мы становимся известными, но тогда, когда нам уже не надо. Переведенный на латинский язык труд Птолемея в XVI веке издавался аж более 20 раз. К началу XVIII века общее число его изданий составило около 50. Подобная канонизация труда Птолемея в эпоху Возрождения и великих географических открытий имеет свои исторические причины. Средневековая география, основанная на догмах церкви, не могла больше удовлетворять запросы развивающегося общества. Возврат к стихийному материализму античных географов был неизбежен. Труд же Птолемея, обладая для своего времени высоким научным уровнем, в одном исходном положении признание геоцентрической системы не расходился со священным писанием и был для религии наименьшим злом, в кавычках. В 1650 году в Голландии Бернхард Варений, немец по национальности, публикует всеобщую географию, труд с которого можно вести отчет времени общего землеведения как самостоятельной научной дисциплины. В нем нашли обобщение результаты великих географических открытий и успехи в области астрономии, опирающиеся на гелиоцентрическую систему мира, разработанную уже Коперником, Галилеем, Джордано Бруно, Кеплером. Предмет географии по Варению составляет земноводный круг, образованный взаимопроникающими друг в друга частями – землей, водой, атмосферой. Интересно, почему не земноводно-воздушный? Земноводный круг в целом изучает всеобщая география. Отдельные области– предмет частной географии. Высоко оценивая общее землеведческое значение труда Варения, нельзя не отметить его ограниченность, полное исключение человека из области интересов всеобщей географии. Ну, знаете, на тот момент, когда писался этот труд, это было прогрессивное сочинение. Да и на тот момент
География больше была наукой землеописательной, и людям было интересно, а что же там вот открыли, какие новые земли, что там за новый свет. Ну, переселенцы туда повалили, в колонии. О каком человеке вообще могла идти речь на тот момент? Да и влияние человека не было настолько глобальным, как сейчас на географическую оболочку. Через 1,5 столетия после варенья развертывается научная деятельность немецкого натуралиста Александра Гумбольдта. 1769-1859 года. Если варенье – это начало отчета, то Гумбольдт – одна из замечательных вершин в развитии общего землеведения. Гумбольдт – ученый-энциклопедист, путешественник, исследователь природы Южной Америки, представлял природу как целостную, взаимосвязанную картину мира. Величайшая заслуга его состоит в том, что он вскрыл значение анализа взаимосвязи как ведущей нити всей географической науки. Пользуясь анализом взаимосвязи между растительностью и климатом, он заложил основы географии растений, расширив диапазон взаимосвязей. Растительность, животный мир, климат и рельеф. Это была сейчас цепочка взаимосвязи. Обосновал биоклиматическую широтную и высотную зональность, углубляя и совершенствуя сравнительно-описательный метод. Гумбольдт первым предложил употреблять изотермы в климатических характеристиках. Космос, главный труд Гумбольдта, остался незавершенным. Из опубликованных 4 частей его пятая лишь в фрагментах. Наиболее важна первая, синтезирующая данные о Земле и Вселенной, накопленные к тому времени. В этой работе Гумбольдт сделал новый шаг к обоснованию взгляда на земную поверхность, предмет географии, как особую оболочку, развивая мысль не только о взаимосвязи, но и взаимодействии воздуха, моря, земли, о единстве неорганической и органической природы. Ему принадлежит термин «жизнесфера». По своему содержанию аналогично биосфере, а в заключительных строчках первой части книги «Космос» говорится о сфере разума, получившей много позже название ноосферы. В научном наследии Гумбольдта особое место занимает книга «Картины природы». Это очерки о тропической природе Южной Америки, о ее степях и пустынях, порогах на реке Оренока, ночной жизни животных в тропическом лесу. Здесь он выступает не в роли популяризатора, а как основоположник художественного ландшафтоведения, где достоверные факты строгого ученого сливаются в единое целое с высокохудожественными образами мастера слова. Задачи художественного ландшафтоведения предельно четко сформулированы им в предисловии к первому изданию «Картин природы». Цитата. «Я стремился представить картину природы в целом и показать взаимодействие ее сил, а также воспроизвести то наслаждение, которое получает от непосредственного созерцания тропических стран человек, способный чувствовать». В одно время с Гумбольдтом работал Карл Риттер. Годы жизни 1779-1859. Профессор Берлинского университета, основатель первой кафедры географии в Германии. Он был чисто кабинетный ученый, и несмотря на большую известность его трудов по общему землеведению, природоведческая часть их не оригинальна. Вот так интересно написано, природоведческая часть не оригинальна. А вот подумать над тем, а где взять оригинальность, если ты сидишь в кабинете? Не судьба, видимо, была. Ну вот как я могу что-то оригинальное написать об Африке, если я в Африке не был? Я Африку знаю только по физической географии материков и океанов. И вот то же самое от студентов требует оригинальность работы при написании диплома. Вся оригинальность кроется в перефразировании. Землю, предмет географии Риттер
предполагал рассматривать как жилище рода человеческого. В такой постановке вопроса нет ничего предосудительного, особенно в наши дни, отмеченные острыми экологическими проблемами глобального уровня. Однако решение проблемы природа-человек у Риттера вылилось в попытку совместить несовместимое – научное естествознание с Богом. Земля и человек на ней, его дела, а в представлении Риттера, есть дело божественного провидения. Ну, что такое божественное провидение, автор не раскрыл. Столь неприкрытый идеализм главы немецкой университетской географии выглядел для своего времени явным анахронизмом. В этой связи уместно напомнить о давних материалистических традициях в отечественной географии. Ломоносов еще в 1763 году в работе о слоях земных изложил законы формирования рельефа Земли, не расходящиеся с современными представлениями геоморфологов. Кстати, есть люди, которые читали вот эти вот книги, типа о слоях земных, русский чернозем. Я русский чернозем читал, о своих земных никогда. Вот интересно, там действительно рассказывается то, о чем пишут в учебниках современных, ну или около современных, или нет? В середине 19 столетия Ленц в учебном руководстве так определяет предмет физической географии. Предмет физической географии состоит в изложении явлений, наблюдаемых нами как на поверхности земного шара, так и в доступных пределах его внутренности. Главная же задача ее заключается в определении, по каким именно физическим законам совершается и совершались наблюдаемые нами явления. Новые шаги к обоснованию географической оболочки предпринимает немецкий географ и геолог Рихтгофен. Он известен как геоморфолог, исследователь Китая и автор популярной эоловой гипотезы происхождения леса. В методологическом труде «Задачи и методы современной географии», опубликованном в 1883 году, Рихтгофен определял предмет географии как твердую земную поверхность, преобразованную взаимодействием с водой, воздухом и населяющими ее организмами. Общую географию он делил далее на три раздела: физическую географию, биогеографию и антропогеографию. Такое искусственное изъятие биогеографических разделов из физической географии не ново. Ленц также исключал ее из своего учебного руководства, и в целом и в первом, и во втором случаях сужение рамок физической географии находит объяснение в узкой специализации авторов. Ленц был физиком, а Рихтгофен – геологом. Тенденция к урезанной физической географии сохраняется у некоторых авторов и в последующие периоды. Ну, то есть эти авторы поступили вполне логично. Они отделили органическое от неорганического. Ну и из органического отдельно человека поставили. В общем, сколько людей, столько мнений. Даже в географии. С 80-х годов прошлого столетия на передовые рубежи в области теории общего землеведения выходит русская география. Докучаев в монографии «Русский чернозем» и Воейков в монографии «Климаты земного шара, в особенности России» на примере почв и климата вскрывают сложный механизм взаимодействия компонентов географической оболочки. В конце 19 столетия Докучаев приходит к важнейшему теоретическому обобщению в общем землеведении – закону мировой географической зональности. В работах Гумбольдта и позже говорилось об ограниченной биоклиматической зональности, а Докучаев считает зональность как всеобщий закон природы, распространяющийся на все компоненты природы, в том числе и неорганические, на равнины и горы, сушу и море. Пространственным выражением закона мировой зональности являются естественно-исторические законы, а зеркалом, отражающим их природу, взаимодействие живой и мертвой природы – почвы.
В 1884 году Анучин в Московском университете организует кафедру географии и этнографии. В 1887 году кафедру географии открывают в Петербургском университете. Год спустя в Казанском. Организатором кафедры географии в Харьковском университете в 1889 году стал Краснов, ученик Докучаева и ботаника Бекетова по Петербургскому университету. Краснов – исследователь степей и зарубежных тропиков, создатель Батумского ботанического сада. Кстати, надо будет туда заглянуть. В 1884 году стал первым в России доктором географии после публичной защиты диссертации. 16 сентября 1889 года 27-летний профессор Краснов прочитал в Харькове вступительную лекцию «География как новая университетская наука». Она и сейчас звучит более чем современно. Краснов утверждает, научное землеведение является поэтому наукой, возникшей в наш век пара и электричества, можно сказать, исключительно им обязанную своим существованием, ибо благодаря только этим факторам нашей цивилизации мы можем сопоставить между собой различные явления, одновременно или почти одновременно происходящие на нашем шаре, рассматривать их с точки зрения наблюдателя, стоящего вне земного шара, отыскивать между ними причинную и генетическую связи. Вместо голой суммировки отдельных сведений современная возникшая наука стремится сгруппировать, расклассифицировать разнородные типы явления органической и неорганической жизни земного шара, рассматривая их такими, какими они представляют живущему на нем человеку, охарактеризовав их, ищет между ними генетической связи и закономерности, управляющие их возникновением и взаимодействием. Это была цитата. Как все запутано? Почему нельзя писать проще? Вот я всегда задавался таким вопросом, когда читал всякие монографии. Да, можно писать в научном стиле, обобщенно, но проще, чтобы было понять легче. У меня всегда складывалось такое впечатление, что чем закрученнее фразы и длиннее предложения, тем меньше человек сам понимает, о чем он пишет. Итак, Краснов говорит о трех характерных чертах научного землеведения, отличающих его от старой географии. Первое. Научное землеведение ставит задачи не описания разрозненных явлений природы, а отыскивания взаимосвязи и взаимной обусловленности между явлениями природы. Второе. Научное землеведение интересует не внешняя сторона явлений природы, а их генезис. Третье. Научное землеведение описывает не неизменную статичную природу, а природу, изменяющуюся и имеющую свою историю развития. Природа у Краснова не изолирована от человека, напротив, его интересует именно та природа, которая служит современной обстановкой человека. Он утверждает, что научное землеведение возникает у нас не после, а единовременно с Западом. Видите, уже тогда было разделение «мы» и «чужие». Вы придумали себе какую-то войнушку? И давайте будем друг друга перегонять, кто больше открытий сделает, вместо того, чтобы работать согласованно и обмениваться знаниями. Наука эта, заканчивает свою лекцию Краснов, широкая по своему плану, требующая как широких обобщений, так и умения всею душою понять чужую природу, чуждые характер и привычки по духу своему, какая бы то ни была, соответствует нам, русским, которые, как показала наша история, наша цивилизация, наша беллетристика, более чем какой другой народ обладает указанными свойствами. Не кажется ли вам, что попахивает шовинизмом? Итак, Краснов – автор первого русского учебника для университетов по общему землеведению.
Учебник состоит из 4 частей и издавался на протяжении 1895-1899 годов. В методологическом введении к основам землеведения автор утверждает, что география изучает не отдельные явления и процессы, а их сочетание, географические комплексы, пустыни, степи, области вечных снегов, льдов и тому подобное. Такой взгляд на географию как науку о географических комплексах был новым в географической литературе. Как видим, на протяжении очень длительного времени, от Варения до Докучаева и Краснова, развитие научной географии шло по пути усложнения предмета физической географии от двумерной земной поверхности до объемной наружной оболочки с тесным взаимодействием составляющих ее компонентов. Наиболее четко мысль о наружной оболочке Земли как предмете физической географии была высказана Броуновым в 1910 году. В предисловии к курсу физической географии Броунов писал, что физическая география изучает современное устройство наружной земной оболочки, состоящей из 4 концентрических сферических оболочек – литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Все эти сферы проникают одна в другую, обуславливая своим взаимодействием наружный облик Земли и все происходящие на ней явления. Изучение этого взаимодействия – одна из важнейших задач физической географии, делающая ее вполне самостоятельной, отличающей ее от геологии, метеорологии и других родственных наук. Теоретическое введение не соответствовало дальнейшему изложению материала в учебном курсе Броунова, построенному традиционно по отраслевому принципу. По-видимому, это обстоятельство послужило причиной того, что его определение предмета физической географии не было замечено современниками. Широкое, точнее всеобщее, признание географической оболочки как предмета физической географии относится к послеоктябрьскому периоду развития географии. Вот сюда надо даже было политику впихнуть. Произошло это не сразу, а в 20-х годах в советской географии утверждалась марксистско-ленинская методология, преодолевавшая идеи географического детерминизма. Шла борьба с проявлениями гетнерианства, взглядом на географию как чисто хорологическую науку, проводившимся в работах немецкого ученого Гетнера. Кстати, этот учебник-то я и выбрал, потому что он отличается от большинства учебников географии. В этой книге, судя по содержанию, автор попытался рассказать обо всем и сразу, не прибегая к покомпонентному описанию географической оболочки, как практически во всех учебниках общего землеведения. То есть у нас отдельно чаще всего идет земная кора, первая, то есть литосфера раздел. Мы там изучаем земную кору, процессы, которые в ней происходят и тому подобное. Далее у нас атмосфера, изучаем, соответственно, воздушную оболочку Земли. А здесь такого нет. И вот мне стало интересно, вот чем этот учебник отличается. Просто судя по тому, что я читаю, учебник Шубаева, по которому я учился, это дно, его надо выкинуть в топку и вообще никогда его не открывать и не читать. Потому что это все муть какая-то сплошная. Это не та география, которую следует учить. Вот пока я делаю такой вывод из прочитанного материала. Потому что безбожно это критикуется. Надо изучать винегрет. Модель обучения от простого к сложному, видимо, тут игнорируется. В 1932 году Григорьев выступает с примечательной статьей «Предмет и задачи физической географии». Независимо от Броунова, он пришел к выводу, что земная поверхность представляет качественно особую вертикальную физико-географическую зону или оболочку, характеризующуюся глубоким взаимопроникновением и активным взаимодействием литосферы, атмосферы и гидросферы. Возникновением и развитием именно в ней органической жизни, наличием в ней сложного,
но единого физико-географического процесса. Поскольку физико-географическая оболочка земного шара обладает своими особыми качествами, физико-географическая наука призвана изучать оболочку во всей ее совокупности, в ее диалектическом единстве. Мне так нравится это диалектическое единство, словосочетание. Это как совместимое несовместимого. Горячий труп. Ну, типа такого. Или непрерывно-прерывистый процесс. Звучит тоже очень загадочно. Не, ну непрерывисто-прерывные процессы действительно существуют. Но интересно звучит, согласитесь. Несколько лет спустя Григорьев обоснованию географической оболочки как предмета физической географии посвящает специальную монографию. В его же работах нашел обоснование и новый метод исследования географической оболочки – балансовый метод. В первую очередь радиационный баланс, баланс тепла и баланс влаги. А в те же годы Бергом закладываются основы учения о ландшафте и географических зонах. В конце 40-х годов предпринимались попытки противопоставить учение Григорьева о физико-географической оболочке и физико-географическом процессе Берга о ландшафтах. Единственно правильную позицию в развернувшейся дискуссии занял Колесник, показавший, что эти два направления не противоречат друг другу, а отражают разные стороны предмета физической географии – географической оболочки. Данная точка зрения нашла воплощение в фундаментальном труде Колесника «Основы общего землеведения». Значение этого труда выходит далеко за учебные цели. Работа во многом способствовала широкому признанию географической оболочки как предмета физической географии. Колесник правильно предложил именовать физико-географическую оболочку Григорьева географической оболочкой. И дело здесь не только в большей простоте термина, а в том, что в новом термине находится признание участия в современной структуре наружной оболочки Земли человека и продуктов его деятельности. Следующий подзаголовок – современный этап в развитии общего землеведения. Ну, современно это на момент написания книги, ну, вернее, это конец 80-х годов, да, и в 90-х книга была опубликована. В 50-х годах текущего столетия в развитии общего землеведения наступил качественно новый этап. В 1957 году в Советском Союзе совершен запуск первого искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из людей поднялся в космос. В последовавшие за этим десятилетия в ближний космос выведены целые лаборатории со сложнейшей аппаратурой, дающие разнообразную информацию о земной поверхности. Человек впервые получил возможность наблюдать за географической оболочкой не изнутри, а со стороны. Видеть не разрозненные мазки, а картину в целом, не деревья, а лес. Космонавтов поразила красота Земли и ее уникальность. Они физически почувствовали неотделимость человека от Земли, ощутили, как она мала на фоне беспредельного космоса. Перед ними предстала зримая уязвимость географической оболочки от антропогенных воздействий. Отчетливо проявлялся глобальный масштаб следов загрязнения ее человеком. Охрана географической оболочки, сохранение ее чистоты для последующих поколений возможно только объединенными усилиями человечества в условиях мира. Стали велением времени. Наблюдения из космоса помогли глубже понять геологическую структуру земной коры, течение и распределение жизни в океане, динамические явления в атмосфере. Главное же, они убедили в реальности географической оболочки как единого целого, функционирующего в результате взаимодействия литосферы, гидросферы и биосферы. Современный этап развития общего землеведения, существовавшая ранее океанография, в лучшем случае океанология,
переросла в физическую географию Мирового океана, связанную с физической географией материков единым ландшафтно-географическими закономерностями. Установлен планетарный характер срединно-океанических хребтов, выявлены их природа и роль в тектонической жизни земной коры в свете новой глобальной тектоники, в скобочках тектоники литосферных плит. По-новому, ближе к действительности, стала рисоваться структура океанических течений. Много неожиданных открытий принесло изучение глубоководной фауны, которая оказалась богаче и разнообразнее, чем предполагалось. Наряду с океаном активному изучению в современный этап подвергся ледовый вариант ландшафтной сферы. На ледниковом щите Антарктиды круглогодично работают научно-исследовательские станции СССР и ряда других государств. В Центральной Арктике дрейфуют, начиная с 1937 года, советские станции «Северный полюс». С помощью искусственных спутников Земли, пилотируемых станций, метеорологических ракет получены достоверные физические характеристики верхних слоев атмосферы. Здесь обнаруживается целая система экранов, защищающая географическую оболочку от непосредственного взаимодействия солнечного ветра, рентгеновского и ультрафиолетового излучений, что позволило Ермолаеву, 1969 год, различать географическое пространство. Верхнюю границу его он проводит у магнитопаузы на высоте в среднем около 10 в пятой степени километров. Современный этап развития общего землеведения совпадает по времени с ландшафтным этапом в развитии физической географии. Ландшафтная теория и изучение географической оболочки достигли такого уровня, что стали оказывать определяющее воздействие на развитие отраслевых географических наук. Начало ландшафтному этапу было положено первым всесоюзным совещанием по вопросам ландшафтоведения в 1955 году. Познание географической оболочки, а тем более географического пространства, как целостной системы, задача столь сложная и трудоемкая, что настоятельно потребовала для своего решения объединения усилий ученых разных стран. Международное сотрудничество в этой области впервые было осуществлено путем проведения первого Международного полярного года в 1882-1883 годах в максимум солнечной активности. В проведении его участвовало 11 стран. Вокруг Северного Ледовитого океана было создано 10 станций, из них 2 Россией. Второй МГП, Международный полярный год, проведен в 1932-1933 годах. В минимум солнечной активности в нем приняли участие уже 44 страны, организовано свыше 100 станций. С 1 июля 1957 года начался Международный геофизический год, МГГ, длившийся 30 месяцев. Вот тут всегда меня немножко прикалывает. А вы знаете, сколько в одном годе месяцев? В МГГ участвовало 67 стран, на 4000 станций работали 30 тысяч специалистов в области метеорологии, океанологии, гляциологии, сейсмологии и геомагнетизма. По программе МГГ в СССР работали 500 станций и обсерваторий. Продолжением МГГ можно считать международные проекты по изучению верхней мантии, литосферы, океана и ледников. Нарастание негативных экологических проблем глобального характера предоставляет ведущую роль общего землеведения в перспективных программах географических исследований в СССР на ближайшие десятилетия. Оптимист был в 90-м году-то написать такое. Постановлением Президиума Академии наук СССР в начале 1986 года приоритетным направлением научных исследований в области географии на период до 2000 года, оптимисты, признана разработка теоретических основ землеведения как естественно-научной базы решения проблем взаимодействия общества и природы.
Разработка теоретических основ комплексного землеведения стала составной частью общей академической программы исследования Мирового океана, атмосферы и поверхности суши, рациональное использование их ресурсов. Как отмечает Котляков, директор Института географии Академии наук СССР, такая формулировка программы вызвана тем, что теоретическим базисом географической науки выступает землеведение, наиболее общая отрасль географии, изучающая закономерности строения, функционирования, динамики и эволюции географической оболочки на разных взаимосвязанных уровнях – глобальном, континентальном и в рамках отдельных стран, а иногда даже и на локальном. Все это накладывает в наши дни большую ответственность на общее землеведение как учебную дисциплину. В общем, в тот момент, когда уже начинает активно развиваться экология, как самостоятельная научная дисциплина, да, некоторые считают ее наукой географической, другие ее выделяют как метанауку, которая включает в себя другие фундаментальные науки. В общем, взглядов, как всегда, миллион. В Советском Союзе решили экологию заменить общим землеведением для решения экологических проблем. Почему проблемы тогда экологические, а не общеземлеведческие? Итак, интересная глава. Обзор вузовских учебников по общему землеведению. Вот тут я чувствую, сейчас мы будем придираться к учебникам, говорить, какие они все плохие, устаревшие и тому подобное. Итак, первый отечественный учебник по общему землеведению, предназначенный для военно-учебных заведений, принадлежит Ленцу, 1851 год. В 60-х годах был издан в переводе с немецкого курс лекций «Общее землеведение» Риттера. В 1895-1899 годах в Харькове выходит курс лекций Краснова в 4 частях. Составлен и отредактирован он был небрежно, с большим числом погрешностей и встретил критическое отношение у специалистов. А вы помните, как я читал о том, какой же Краснов умница? Молодец, первый доктор наук географических на территории бывшего Советского Союза. А тут, учебники-то он писал плохие, овощного качества, оказывается. Исключение составила 4-я, наиболее оригинальная и содержательная часть, посвященная географии растений. Большой популярностью в дореволюционные годы пользовался учебник «Основы физической географии» немецкого ученого Зупана. Я так понимаю, переиздано в 1899 и 1914 годах. В 1910 году одновременно увидели свет 2 учебника по общему землеведению. Краснова и Броунова. Краснов не сдается, молодец. Еще раз выпускает книжку после волны хейта. Если учебник Броунова был традиционно компонентный, то в лекциях по физической географии Краснова значительное место отведено описанию крупных ландшафтных областей, новое для учебной литературы того времени. Здесь Краснов выступает прямым предшественником Берга и Григорьева в учении о ландшафтных зонах и поясах. А в советские годы на протяжении 3 десятилетий студенты университетов и педагогических институтов изучали общее землеведение по учебнику Крубера. Наиболее полным было 2-е издание учебника. В нем даны исторический очерк развития географии и общие сведения о Земле, охарактеризованы компоненты природы земной поверхности, в заключительной части антропогеография. Рассказывается о взаимосвязях человека с природой, времени появления и расах человека, расселении и плотности населения. Научный уровень биогеографического и антропогеографического разделов был невысок. И они были сняты в последующих изданиях. Из-за болезни автора 3-е и 4-е издания учебника перерабатывались группой географов Московского университета, и книга, сохранив научный уровень, потеряла целостность и не освещала всех сторон общего землеведения.
Очевидно, восполнить недостатки учебника Крубера был призван перевод трехтомного труда французского географа Мартона «Основы физической географии». Но он не оправдал надежд, был велик по объему и содержал устаревшие сведения. А зачем вы тогда его переводили, если он содержал устаревшие сведения? Или вы его переводили 20 лет, что сведения устарели? Вот мы уже установили, почему идет дождь. Эти знания что, устареют через 20 лет? Причина выпадения дождя сменится? Вот мне интересно. Создание современного нового типа учебника по общему землеведению связано с именем Колесника, ученика Берга, профессора Ленинградского университета. В предисловии к первому изданию учебника «Основы общего землеведения» Колесник в 1947 году указывает, что общее землеведение – это не механический набор сведений из различных отраслей знания, а самостоятельная ветвь географии со своими интересами. В центре внимания общего землеведения не факты как таковые, а взаимосвязи между ними, раскрытие основных географических закономерностей земного шара, точнее, его географической оболочки, составляющей предмет изучения физической географии. Предисловие не расходится с содержанием учебника. Изложение материала подчинено раскрытию содержания географической оболочки. Но по своему объему эта книга свыше 40 печатных листов была скорее пособием для научных работников и преподавателей. Ну, в целом 40 листов и книжка это трудно назвать, да? Тетрадка? Общая толще. Учебным целям более удовлетворял созданный Колесником в 1957 году краткий курс общего землеведения. Особое место в научной литературе по общему землеведению занимает труд Колесника «Общие географические закономерности Земли» 1970 год. Наибольшее по объему 16 печатных листов. Это учебное пособие. Автор сам рассматривает как завершение всех своих трудов по общему землеведению. Оно не перегружено фактическим материалом. В центре внимания обобщение и выводы. В конце книги сформулировано 35 законов и закономерностей, которые не все могут считаться таковыми, так как лишь отмечают индивидуальные черты нашей Земли. Общие географические закономерности Земли Колесника по уровню изложения и кругу затронутых вопросов как учебник больше подходят для основных проблем физической географии, читаемых выпускникам факультетов, чем для общего землеведения, излагаемого вчерашним школьникам. В 70-х годах вышли вторым изданием учебники по физическому землеведению для педагогических институтов Неклюковой и Шубаева. Вот, кстати, по Неклюкову и Шубаеву мы учились. Ну-ка, что о них он пишет? Шубаев 77 год, Неклюкова 75-76. Они составлены в соответствии с программой этой дисциплины в педагогических институтах, имеют ясно выраженный крен в сторону компонентной характеристики природы земной поверхности. К настоящему времени они устарели. Вы прикиньте, я, значит, в 2015 году учился по устаревшим учебникам, которые устарели в 90-х годах. Ужас, да? Вот не публикуют учебники так часто, как хотелось бы. Или денег на это нет, или людей нет, которые бы эти учебники писали, постоянно обновляли там данные. Неполный, но полезный для отдельных разделов курса материал содержится в пособиях по введению в физическую географию Маркова, Добродеева, Симонова, Ермолаева. Правда, самостоятельность таких введений в физическую географию, как учебных дисциплин, весьма сомнительна, что подтверждается крайней несхожестью структуры и содержания этих двух учебных пособий. А ведь составлены они на
основании лекций, читавшихся не один год. В первом случае в Московском университете, во втором– Ленинградском и Калининградском университетах. То есть немножко этот Мельков унизил своих коллег, упрекнув их в некомпетентности. Последний по времени издания университетский учебник по общему землеведению составлен Геренчуком. Помимо введения в нем 5 глав. Первое– Земля во Вселенной. Второе– Географическая оболочка, ее состав и структура. Третье– Динамика географической оболочки. Четвертое– Развитие географической оболочки. Пятое– Основы управления глобальными географическими процессами. Матерь Божья, это как? Содержание учебника лишь частично совпадает с программой дисциплины «Общее землеведение», по которой сейчас читается этот курс в университетах. Каждый учебник– зеркало своей науки на определенном этапе ее развития. Рамки зеркала не позволяют освещать с исчерпывающей полнотой все стороны предмета. Именно поэтому для заинтересованного читателя даны ссылки на литературу. Ну что ж, на этом введение окончено. Я ожидал, что он похвалит свою книжку, какой он молодец, что вот он решил вот такие-то, такие-то проблемы, которые были в других учебниках. Например, у Шубаева крен, оказывается, и у Неклюковой в сторону компонентности. Слишком уж детально там разбирается географическая оболочка. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравилось. И в следующем видео будет географическая оболочка, ее структура и характерные черты. Посмотрим, как я это сделаю. Может быть, я буду делать отдельные видео по каждой тематике, потому что содержание здесь глава 1, страница 40. Следующий пункт, глава 2, страница 200. Ну, в общем, примерно так. Ну что ж, всем пока. Хорошего вам настроения.